Окей. Всем привет, ребят, кто присоединился. Скажите, если звук нормальный, хорошо слышно или нет. Я уже давно не делал никаких лайв-видео, стриминг и так далее. Напишите кто-нибудь, если слышно нормально. Вы меня слышите? Нет, кто-нибудь? О, окей, все. Спасибо. Никто не сказал, я не знал до конца, слышно или нет. Так, давайте сейчас сразу скажу, что буду разговаривать я с Татьяной, она из школы «Вперед Глобал», которая находится в Австралии. Я сейчас ее сюда приглашу, и она разговаривать. Так, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Слышно? Татьяна. Да, вас слышно хорошо. Вы меня слышите? Всем привет. Михаил, здравствуйте. Ребята, привет. Здравствуйте. Слышно, видно, все нормально? Да, да, вы меня тоже слышите? Так, Нормально, видно все? замечательно. Да, слышу, вижу, все хорошо. Супер. Окей, отлично. Сделаем вот так. Так, ну давайте, Чудесно. Так. да, давайте я немного скажу про вас, моим подписчикам, кто не знает, что моего гостя зовут Татьяна, она представляет школу «Вперед Глобал». Школа занимается обучением английскому языку, подготовки к IELTS для всевозможных вещей, да, для иммиграции, для образования, хоть для чего. И живет Татьяна... Совершенно верно, Михаил. Да. Школа существует уже 3 года в формате онлайн. До этого все наши учителя работали долго и счастливо, много-много лет. Я сама учитель английского уже 18 лет. И Отлично. недавние... Сейчас пока что нет, потому что я в декрете, но до этого я много лет работала как экзаменатор. Вот, IELTS в том числе. Вот, поэтому IELTS. Вот так. Сейчас мы с семьей живем в Австралии, переехали 3,5 года назад тоже, сдавая этот IELTS, и я, и муж. Так что вот так вот. Много можем рассказать про него. Хорошо. Сегодня у нас будет такой интересный формат встречи, да, Михаил? Мы я попробую сдать спикинг. И такой, расскажу небольшой случай, да, когда я сдавал IELTS для иммиграции. Я сдавал давно, уже 8 лет назад, я уже в Канаде 7 лет живу. И у меня был случай как раз на спикинге, когда меня экзаменатор задал мне вопрос, он меня спрашивал про мой bicycle, но в то время, видимо, из-за волнения моего у меня что-то в голове заклинило, и мне показалось, что это motorcycle. И я ему рассказывал такую историю, как я брал у папы своего трехколесный bicycle, на нем ездил, хотя я, конечно, подразумевал, что это motorcycle. Вот, но я до сих пор помню эту историю. Экзаменатор, я уже потом понял, когда уже все прошло, почему он на меня таким странным взглядом смотрел, когда я ему все это рассказывал. Я как бы рассказал, как на самом деле, было, во время теста все мы нервничаем, и поэтому перепутать motorcycle и bicycle — это вообще вполне понятная история. Ну да, я думаю, что моим подписчикам, вашим подписчикам, всем, кто смотрит этот эфир, будет полезно посмотреть, наверное, на то, как проходит этот тест. Немногие, тем, кто еще не сдавал IELTS, да, кто не представляет, как это все проходит. Мы, конечно, не все модули разберем, но вот такой, наверное, один из самых интересных спикинг, я думаю, многим будет интересно послушать. Speaking — это, наверное, самая живая часть, но и та часть, при которой мы нервничаем больше всего. Speaking может проходить вообще абсолютно отдельно, или за день, или за несколько дней до, или позже, да, не обязательно в тот же самый день, в который вы сдаете основные части, да, это такой вот первый момент. Потом speaking записывается на аудио точно, иногда и на видео, это тоже некоторых заставляет очень даже нервничать, да, поэтому чем больше мы будем знать об этом, чем больше мы будем подготовлены, тем, собственно, более мы будем расслаблены и менее будем стрессовать, более будем вооружены, на самом деле. Да, когда ты уже знаешь, что проходим сейчас сам speaking part, да, мы будем останавливаться кое в каких частях. Я постараюсь по ходу отвечать на вопросы и, может быть, рассказывать какую-то внутреннюю информацию, да, что проходит, как стоит там себя вести, на что обращать внимание и так далее. Да? Вот так, вся speaking часть
занимает всего лишь от 11 до 14 минут, так что по факту вы не очень даже успеете испугаться. Хоть может казаться, что это тянется вечность. Вот, сейчас мы попробуем прогнать точно в таком же формате, как происходит обычно, но с паузами, да, на какие-то вопросы и комментарии. Итак, поехали. Первая часть, обычно это часть про вас лично, да? То есть Михаил, я сейчас буду спрашивать про Михаила же. Итак, поехали. Говорить мы будем на английском, да, ребята, поэтому. Okay, let's talk about where you live. Can you tell me something about your house or apartment where you live? Okay, yeah, we live in the, people here in Canada, they call it bungalow. It's a house that it's not connected to any other houses. It's, I forgot how they exactly call it, standalone house. It's roughly 1,100 square feet. It has a main floor, it has a basement as well. In the basement, we have a big area, like a living area where we have a TV, sofa, and just a place for kids to relax. And my office here as well. This is where I'm sitting right now. Then we also have a bedroom and the bathroom. On the main floor, we got 3 bedrooms, the living room. Then we have the kitchen. Our bedroom, like our master bedroom, it has the suite as well. It's a toilet and a sink, 2-piece bathroom, they call it. And if you would talk about the... Да, иногда вот как в данной ситуации экзаменатор может вас остановить, да, это значит, как бы все достаточно, я вполне услышала про все, что касается там дома, квартиры, все супер. Я хочу прощупать, посмотреть, что же еще человек знает или не знает. Поэтому мы движемся к другой теме, к следующей. Okay, now let's talk about photos. Do you like taking photos? Yeah, I do. I mean, when I post on Instagram and just for myself, I love taking photos sometimes when I just walk around. If I see something nice, because I think the photo, it's that piece of memory. It's kind of like you just, when you take a photo, it's frozen in time. It's different than video. And especially like taking photos when I go to mountains and things like that. How do you store your photos? It's on my phone. And then my phone, it's... I'm connected to Google Drive and Google Photos, and then it just uploads there itself. And I also have my backup drive just in case, something happens. Okay, thank you. And finally, let's move on to speak about tidiness. Are you a tidy person? I am, and one part why, I don't know, I was raised like that, right? When you were a kid and you were in Russia, when you're growing up, like there is no way you can't be a not tidy person. And it's just my habit, you know, I just like to be, I don't know, nice and clean and presentable when you go somewhere, yeah. Are you tidier at work or at home? Everywhere. I mean, sometimes at home I don't really care much, especially when we work from home right now. I just like whatever, they just see top of me when we have a meeting and stuff like that. So I don't care much, but yeah, when I go outside, yeah, I like to be, you know, presentable. And, yeah. Okay. When was the last time you cleaned your apartment? It's probably, well, my daughter cleaned it today. She vacuumed because we have helpers in the house, right? Myself, I probably did it last week on the weekend when I was helping my wife, vacuuming and dusting and whatnot. Right, sure. Yeah. Okay, thanks very much. Итак, примерно вот так вот выглядит первая часть. То есть, по сути, ничего страшного. Да? Мы говорили про то место, где вы живете, дом или квартира. Да? Вы очень и очень подробно рассказали об этом, что здорово. Вот, но здесь такой вот очень интересный момент, ребята, не нужно зазубривать, потому что это сразу бросается в глаза, да, если вы не очень natural себя ведете, а выдаете прям такие куски текста, как из вот этих вот тем, да, которые мы там, может быть, учили в школе или в институте, то это сразу видно. И у экзаменатора есть специальная такая вот коробочка, бокс такая вот, где он ставит галочку, если вы звучали вот так вот натянуто. А как люди, вот смотрите, а как людям тогда... Этого стоит избегать. Окей, я извиняюсь, что перебиваю. А как людям тогда лучше подготовиться, допустим, вот к этой части, да, что им лучше делать? Просто проговаривать про себя или перед зеркалом говорить, чтобы готовиться? Ну, про себя это обычно не очень хорошо. Собственно, нужно ртом надо озвучивать, вслух, проговаривать, да. Вот как актеры тренируются, да, выглядеть перед зеркалом, мы можем тренироваться правильно и красиво звучать, да, мы можем записывать себя на телефоны, сейчас у всех есть там функция диктофонов, на какие-то специальные записывающие устройства там и так далее. Потом
перекручивать, слушать, как мы звучим. Наверняка нам это не понравится, мы испугаемся вначале, учтем эти ошибки и попробуем ту же тему или на тот же вопрос ответить еще раз и записать себя. С 5-го раза будет уже очень легко говорить на один и тот же вопрос, отвечая или на ту же тему. И если вы послушаете запись себя 1-й раз и 5-й раз, например, вы явно увидите разницу. Да? То есть мы тренируемся выдавать абсолютно тот же скилл, тот же навык. В данном случае это, собственно, говорение. Да? Мы тренируемся, проговаривая. И здесь, конечно, нужно какие-то типовые темы все-таки проштудировать, да, не зазубривать, но проговорить. Это все, что касается меня, да, где я живу, с кем я дружу, куда я хожу, что я люблю, что я не люблю и так далее, и так далее. Да. Конечно, могут быть такие более заковыристые, интересные вопросы, да, как я спросила последний вопрос, а насколько вы чистоплотный и аккуратный человек, да? Вот, собственно, это тоже про меня, как про личность, да, вопрос про человека. Поэтому это уже немножко, с разных сторон посмотреть про то, как я могу рассказать про себя и про все самые возможные ситуации, да, которые могут встречаться в жизни. Самый первый вопрос, это тоже такой совет для подготовки, который будет задан, это, скорее всего, про то, где вы живете, мой дом, моя улица, мой город, моя страна, да, вот это вот обязательно нужно знать и заранее как бы продумать, да, что вы будете отвечать на эти вопросы. Или моя работа, моя учеба, да, вот чем я занимаюсь по жизни, what do you do? Are you a student? Do you work? Да, вот такие вопросы будут наверняка заданы. Так что, и это, собственно, первый аккорд, первое впечатление, да, поэтому вот эти вот два вопроса, где вы живете, чем вы по жизни занимаетесь, вот это вот стоит очень хорошо подготовить. Да? Хорошо, дальше, какие фразы использовать, простые или более сложные, это очень хороший вопрос. Ну, конечно, если вы можете, если у вас в лексиконе, да, в вокабуляре есть более сложные фразы, конечно, используйте более сложные, разнообразные фразные глаголы, идиомы, там все что угодно, используйте, покажите, вы должны показать все, чем вы владеете, все, что у вас там есть накоплено, да, показывайте это. Но если происходит часто такая ситуация на экзаменах, да, вот заклинило, да, вот хотелось бы, но как-то вот никак не получается, то move on, да, движемся дальше, идем дальше. Самое важное — это быть natural, это показать вот эту вот fluency, что ваша речь, она вот течет как ручеек, а не как у робота. Мы выдаем каждую фразу с такими заминками, да, вот это вот как бы очень нежелательный сценарий. Вот так вот. Хорошо. Итак, мы переходим ко второй части. Вторая наша часть прекрасная. Я прям как на экзамене сижу, волнуюсь. У нас есть минута на подготовку. Дается какая-то тема на карточке обычно, да, вот я сейчас выслала пример, который будет у Михаила сегодня. Это уже не касается вашего личного опыта, это может быть что-то там про планету, про других людей, все что угодно. Может быть про вас, да, опишите там свой дом, своего учителя, своего друга, свое любимое блюдо и так далее. Да? Вот, дается обычно листик, карандашик и минута на подготовку. И вот, ребята, берите эту минуту. Некоторые хотят бежать вперед паровоза и думают, что им там какие-то дополнительные баллы накинут за то, что они вот прям так вот выскочат и выпрыгнут и быстренько вот так вот начнут рассказывать. Дополнительных баллов за это нет. Но за эту минуту успеете собраться с мыслями, немножечко остыть, да, немножечко прийти в себя, понять, что именно вы собираетесь говорить, не только там, я буду говорить там про Марию Ивановну, мою любимую учительницу, да, а что конкретно вы будете говорить? Вам нужно говорить 2 минуты. Хоть в задании написано там от 1 до 2 минут, но 1 минута это мало. Если вы будете говорить 1 минуту, вы не получите там ни в каком варианте, ни в каком развитии событий, сценарии больше 6. Если вам нужно больше, то говорите близко, приближайтесь к 2 минутам, стремитесь к этому, да. 2 минуты, окей. У вас может не быть этого чувства времени, но экзаменатор покажет еще, говорите еще. Да? Итак, у нас сегодня тема про, я не знаю, всем видно или нет, про важное событие в вашей жизни, какой-то special occasion, да, какое-то мероприятие, случай приятный, где у вас была какая-то прекрасная, интересная еда.
Вот, то есть, может быть, это какое-то празднование или что-то подобное, да? Итак, Михаил, вы готовы? Oh yeah, I'm ready. Поехали. So yeah, it was kind of like a weird one. It wasn't really a celebration or something, but before we moved here to Alberta, when I was working in Manitoba, it was a smaller town, Plum Coulee. I don't know if some people from Canada are watching us, they might know what it is, but it doesn't really matter. So when I was leaving the company, guys, my colleagues, they took me to our local cafe that we would usually go when I had not customers, but my suppliers coming in and taking me out for lunch. And that local cafe, they had some stuff that I was always ordering. It was a burger, and it was some potatoes they had with a sauce that was just made by them. So then the thing is, when we went there, I kind of knew that this is going to be my last time that I can spend with the guys, outside of work and just having lunch together. And I knew that that meal would be the last one that I take because we are moving far away. I'm not gonna, go over just to have that meal. And I always ordered it in a way that it had a bacon, it had some beef patty and stuff like that. They would always put a bun and some lettuce and tomatoes. I like, don't put it there. There's no point. Like it just does not belong there because it's bad already. So there's no point making it kind of nicer. And so at that time it was, because it was the last one with the guys and I knew that it was the last meal, that kind, it was 1,000 times better than it was like a week ago, Yeah. Okay, thanks very much. Yeah, Итак, было где-то примерно минута 15, то есть обычно вас надо попросили больше. бы еще немножко поговорить. Да, сейчас мы не будем этого делать, потому что, собственно, понятно, да, о чем, как, что, да, но в целом будьте готовы говорить дольше, еще немножко. И здесь есть такой трюк, да, такая фишечка. Можно говорить совсем о чем-то другом, да. Например, да, вот вы поговорили про вот это событие, а потом, допустим, вот вообще все вы рассказали, вот вообще у вас закончились мысли и идеи. Вполне нормально, если вы поговорите еще про другое какое-то событие. А вот, кстати, был я еще там на свадьбе своего лучшего друга, и там вот было вот это, да, то есть потому что обычно люди думают, что как-то нужно только про одно что-то говорить, да, про одного учителя, одно блюдо, одно событие, одно что-то. Вот лучше поговорить про два, но продлить свою речь до 2 минут. Понятно, чтобы было, в общем, 2 минуты. Okay. Прокомментирую пару слов насчет вашего выступления. Очень здорово, правильные времена, естественно, в прошлом, да, мы говорим так, как дела минувших дней. Это все здорово и прекрасно было. Сразу нужно, получая тему, понимать, да, отдать себе отчет в том, в каком времени вы собираетесь говорить, да, было ли это в прошлом, или это может быть про будущее, когда вас спрашивают, там, а какой курс вы собираетесь пройти, а в какое путешествие вы собираетесь поехать, да, сразу прошлое, будущее, настоящее, вот как-то. Чтобы определиться, да, в каком ты находишься. Вот, потом, очень было хорошо и очень было здорово у Михаила то, что он использовал детали, самые разнообразные детали, да, а какое было это блюдо, а что там было там конкретно, да, вот конкретика это то, что нам надо, детали это то, что делает вашу речь богатой и интересной, потому что обычно, если мы вот очень-очень вот так вот general, то, собственно, очень general, очень общие слова, они обычно там, elementary, pre-intermediate, да, а вот всякая интересность, она то начинается... То есть, чтобы был балл повыше. Да, поэтому не бойтесь говорить и описывать более конкретные вещи, придумывайте их даже, если вы не можете вспомнить или, да, вот, а какая конкретно там была, не знаю, там, атмосфера, обстановка, какие там были стены, какие там, кто во что был одет, а какой был соус, а какое было мясо и так далее, и так далее. То есть вот это лучше добавить. Эти детали. Это называется contextual vocabulary, это очень важно, за это ставят отдельные баллы, это то, что может очень здорово поднять ваш балл на самом деле. Вот, хорошо. Так, детали, все замечательно. Дальше у нас идет третья часть. Третья часть всегда связана со второй. То есть, если мы говорили каким-то образом про еду, да, то вопросы в третьей части будут тоже связаны с едой или там с вот этими вот специальными, особенными какими-то событиями и мероприятиями. Третья часть – это абстрактные вопросы.
То есть уже не просто там, а любите ли вы мясо, или вы предпочитаете рыбу, а это что-то будет такое вот про людей в общем, да, и здесь очень многие люди сбиваются и начинают снова говорить о себе, а нужно говорить в общем, да? Здесь такая еще сложность, catch в том, что люди могут не понять вопросы из третьей части, именно за счет вот этой вот абстрактности, за счет длительности, сложности, закрученности этих вопросов, вполне можно не понять этот вопрос. И здесь следует просто красиво уйти от темы, да, на общий вопрос можно вполне ответить общим ответом. Это вполне нормально, да? То есть, ну, Михаил, я думаю, что после 7 лет в Канаде вы поймете сейчас мои вопросы, но вот если вы не поймете сейчас мои вопросы, то подумайте, как бы вы могли красиво вот сказать, ну, it depends, да, вот это зависит от человека, это зависит от ситуации, я никогда не задумывался над этим, и это нормально. Будет задан следующий вопрос, а в баллах вы не потеряете. Итак, поехали. So first, we're going to speak about attitudes to food. What do you think a healthy diet consists of? Healthy diet, I think it has to be a balance of, you know, some fruit and salad and whatnot and some vegetables. But then I still think that you have to consume quite a bit of meat as well. So it helps your body to, it depends on the age as well, right? And depends on how fast your body digests the stuff. So like people are different, right? So it can be different for everyone. But in general, I think the good portion of vegetables, but at the same time, some meat and those kind of things. Yeah. So healthy diet is a balanced diet. Good. Yeah, that's what I think. Okay. Which do people in your country prefer? Traditional food or fast food? Oh, in Canada, it's all about fast food. And a lot of people, even in the morning, when they go to work, they go to Tim Hortons, get a coffee, donut, and whatnot. And then they go out like I have guys at work, almost every day at lunch, they go get McDonald's or something else. They don't cook at home because they like the variety. And it's just the culture here. And it's way more affordable than if we would compare with Russia or some countries of, you know, former Soviet Union. All right. Yeah. Next, we're going to speak about food education, learning about food. Do you think children should be taught about healthy diets and cooking at school? Absolutely, because you need to know, like, here we're talking about stuff when kid is raised in the family. Some of the families, they have their own approach to the food, right? Some of them might buy pizza all the time and eat pizza 5 days a week. It's not healthy for the kid. And I think it would be a benefit for the kid to know that there are some other options exist for them. So then when they get older, then they would know what they can choose, or they can even maybe talk to their parents and say, hey, why we don't try this or that, right? I mean, it's not going to go good, but it's still an option. Right. At what age do you think children should be taught to cook? Cook? Oh, boy. At least at maybe start at 7, some baking and stuff, you know, some just easy stuff. And then at 10 or 12, then they can be moved, you know, to some meals that are really easy to do, like boil some macaronis and stuff like that, you know, something simple. But I think earlier you start, it's interesting the earlier for them. Start, the better it is, of course. Exactly, yeah. Better they get. And finally, we are moving on to food aid. Это помощь, связанная с food aid. Обычно экзаменатор не будет переводить, но я сейчас для ребят переведу, чтобы было понятно, о чем. Okay, what can be done to prevent poor people in the world going hungry? Oh, well, it needs to be developed. The agriculture of the countries needs to be developed way better than it is now. And it's a really tough question because, let's say, when you talk about Africa, they don't have the same environment we have, let's say, in Canada. Weather is way different. It's more dry. Or in Australia, like when I was working in Manitoba, we were shipping some stuff to Australia, and I heard a lot about how harsh environment is and how farming is way different than it's in Canada. So in Africa, but to prevent that, you just need to develop. I don't know. It's hard to say. I'm not a specialist, right? But you can't just always send
You're not required to give solutions, so it's fine if you say, well, sorry, I don't know. Yeah. If the You best can send them politicians in the world solutions. can't solve this problem, how can I? It's hard То to есть say. вполне нормально сказать, ну, извините, ребята, я не знаю, как решить, да, такие глобальные Ну проблемы. да, как бы, Okay. I don't know. Should rich countries help poor countries with more than just food? Yes, they need to help them. It's a tough question too, because they need to help them to develop the better society and maybe the government, all the institutes that are working for people, so then they would develop themselves, because you can't just always send them food. They will just sit there and, wait for more food, so it's no good for them as well. You just need to work with the government of those countries to help them to develop country inside, the economy and everything, so then country can develop itself. Okay, fantastic, thank you. No Итак, problem. Михаил, супер замечательно, молодец, Спасибо. отлично справился с тестом, все вопросы понимал, расширенно отвечал. Ну, я думаю, что не все ребята, которые нас сейчас смотрят, конечно, владеют настолько хорошим английским, как сейчас у Михаила, да, поэтому еще, наверное, еще один совет, постарайтесь хотя бы 2 предложения сказать на какую-либо тему, да, вот 2 это нормально, не обязательно прям вот там целыми такими расширенными абзацами говорить, прекрасно, если вы можете это сделать, но минимум, да, на который мы должны с вами пойти и договориться, это 2 предложения в ответ на любую тему. То есть односложно отвечать не стоит, да, там, вот должны богатые страны помогать бедным? Да, я думаю, должны. Этого немножко маловато, недостаточно, да, особенно на такие вот вопросы общие, general questions, да, нет вопросы. А почему, да, вот ответьте, даже если вам не задавали вопрос «почему», вот мысленно все-таки задайте его себе сами и ответьте на этот вопрос. Почему же должны или не должны? Вот так вот. Хорошо. Что еще хотелось сказать? Да? Важно очень при вашей подготовке, в ходе вашей подготовки к экзамену, разграничить обычный general English или conversational English, разговорный английский, и, собственно, подготовку к IELTS и IELTS Speaking в частности, да, о чем мы сегодня говорили. Вот. Многие люди считают, что если вы просто будете болтать, да, в каких-то speaking клубах, обсуждать какие-то там, не знаю, текущую мировую обстановку или фильмы какие-то, книги, то вы прекрасно сдадите экзамен. Я думаю, что это, конечно, помогает, да, ваши вот коммуникативные навыки, speaking skills, они, конечно, прорабатываются, если в группе там не 20 человек, и вы можете там 2 минуты за 2 часа сказать. Но, тем не менее, все-таки стоит тренироваться именно по формату экзамена. Да? Вот вы видели, сегодня мы проговорили 3 части реального экзамена. Мы прошли первую часть, и обычно с этим проблем нету. Да? Вторая часть здесь немножко сложнее, да, это формат монолога. То, к чему мы обычно не привыкли. Да? Какой-то вот exchange, вопрос-ответ, с этим обычно меньше сложностей, а с форматом монолога обычно несколько сложнее. И я бы очень советовала всем тренироваться вот именно со второй частью, потому что вот здесь обычно хуже всего происходит дело. И во время второй части это как раз то время, когда экзаменатор, собственно, формирует мнение о вас и формирует вот эту оценку. Да? Потому что во время первой части он заполняет свои формы, он может на вас так только поглядывать немножко, ему там кучу писанины надо сделать на самом деле. Вот. А в течение второй части он может, собственно, откинуться и послушать вас, да, услышать вот все эти прекрасные выражения, ту грамматику, которую вам есть, вот все, что есть сказать, да, все, что есть передать. Да? Вот это вот будет влиять на тот балл, который вы в итоге получите. Или формируется какой-то диапазон, там, ну, между 5 и 6, скажем так, да, вот этот вот парень, там, ну, 6-6,5, например, да, а в течение третьей части, когда задаются вот такие вот интересные абстрактные вопросы, тогда уже четко сужается, да, будет ли это 6 или 6,5. Поэтому, да, готовьтесь, уделите особенное внимание второй части. Будет очень здорово, если вы в ходе подготовки также вникнете в критерии оценивания, чтобы понимать, собственно, что же ищет экзаменатор, что же нужно показать, да? Или возьмете себе учителей, которые в теме IELTS, которые не просто вот, да, разговорный английский, давайте поговорим там про фильмы, да, или про мою любимую собаку, а если это будет по тесту, по past papers, по реальным материалам, по, ну, чтобы вы понимали, что вас ждет, и натренировались именно на это.
Вот так. Понятно. Ну, я думаю, это очень отличные советы, особенно тем, кто не сдавал ни разу IELTS, потому что у меня то же самое было, когда я первый раз сдавал, это было совсем не так, как сейчас, это было совсем по-другому. Если есть у вас время, может быть, ответить на пару вопросов, так вот кто-то хочет с вами заниматься. Я обязательно, ребят, да, я обязательно этот эфир я постараюсь сохранить. Надеюсь, я ничего не испорчу. Он не пропадет, я его сохраню. И обязательно будет ссылка на Татьянину страницу «Вперед Глобал», Да, поэтому ну, вы наши можете потом контакты связаться. есть, можете всегда обращаться, безусловно. Сайт у нас вообще очень простой, вперед.глобал, да, там всегда есть форма обратной связи, можно связаться с администратором, у нас есть постоянно действующая услуга, бесплатное тестирование 15-минутное, там по WhatsApp, Skype, все что угодно. Можно определить свой текущий уровень по шкале IELTS, то есть понимать, вот на что бы вы сегодня сдали, если бы шли сдавать экзамен. Да? Вот. Отлично. И понимать, насколько вы близки или далеки от своей цели, и подобрать правильную, для вас подходящую систему подготовки, программу, расписание и так далее, и так далее. Так что да, безусловно, мы есть, и можно с нами учиться и готовиться. Okay. У нас есть группы в разных часовых поясах, и, кстати, вот для канадцев мы открываем специально группу в 22 часа по Москве, Киеву, Минску, то есть когда это будет такое еще человеческое время в Канаде и не супер позднее время в Европе. Вот так вот. То есть у вас как происходит формат занятий? Вы занимаетесь онлайн со всеми, как-то с группой, или вы даете задания? У нас есть, да, в записи там вебинары, курсы, но в основном это все-таки живые уроки, да, где это важно, вы задаете вопросы, мы что-то прорабатываем и так далее. У нас есть много разных программ под разные цели, под разные сроки, под разные нужды, да, кому-то нужно там 4,5, например, да, вот быстро уехать по каким-то одним программам, да, кому-то нужно все 7, например, это совсем другой формат, другая история. У нас есть программы, где мы каждую неделю пишем тесты, вот эти вот 3-часовые тесты, мы прорабатываем, разбираем и, собственно, набиваем на них руку. Но во всех программах, как бы то ни было, параллельно мы рассматриваем формат экзамена, всякие фишечки, техники, стратегии по подготовке и так далее, и поднимаем общий уровень английского, потому что как бы мы ни хотели, там, но на одних техниках тоже не получится сдать экзамен. Нам английский, собственно, тоже нужен. Ну да, потом нужен же мы переедем, слова, и нужно же как-то жить здесь, да, английский нужен. Вот, поэтому это IELTS и его формат, и английский. Да? Ну, не просто general English, а опять-таки grammar for IELTS, vocabulary for IELTS, все for IELTS. Ну, то есть, да, то есть фокус идет именно на IELTS, чтобы его сдать на тот балл, на тот, который нужен. Да. Okay. Но мы принимаем людей с уровня elementary, то есть даже вот те, которые там совсем еще пока что не про IELTS, но мы достаточно быстро поднимаем общий английский, и с pre-intermediate уже вливаемся в поток IELTS. Окей. Тут один хороший... Да, я еще один вопрос вам задам. Здесь такой вопрос, да, если в разговоре используется много слов-паразитов, so, you mean, you know и многое другое, идет ли это в пользу для насыщения, или все-таки экзаменаторы на это все смотрят как слова-паразиты и не воспринимают это? Не совсем. Ну, смотрите, в письме, например, вот такие вот всякие там линки, да, они должны быть формальные, да, и нельзя допускать overuse, чрезмерное использование, да, вот этих вот линков, тем более неформальных. То есть неформальные вообще нельзя использовать на письме, но линки, да, вводные слова, они вполне допустимы, если не чрезмерно ими пользоваться. В устной речи вполне нормально. То есть вот такие вот фразы, как so, you mean, that kind of thing, that sort of stuff, это нормально. Просто как особенно, они говорят. Да, если вы знаете general. То есть это естественная речь, да? Native speakers так говорят. Поэтому если вы будете использовать такие вещи регулярно, но, опять-таки, не чрезмерно, то есть если ваша речь не будет только из них состоять, а экзаменатор таки увидит что-то еще, вот этот contextual vocabulary, о котором мы говорили. Contextual vocabulary – это словарный запас, вокабуляр по теме. Да? То есть если мы говорим, например, вот мы с вами говорили про еду. Еда – это что? Это там свинина, говядина, соус, помидоры, там, текстура, вкус, соль, да, вот слова по теме. Если мы говорим там про одежду,
Можно, конечно, да, элементарные слова, там, джинсы, футболка, а можно там пуговицы, воротник, там, шов, заклепка, да, вот это вот contextual vocabulary, и это показывает то, на каком вы уровне сейчас, да, на уровне там джинсы и футболка, или на уровне там воротник, заклепки, там, швы и так далее. Или там молния, зиверы, понятно. И, наверное, последний вопрос задам, вот когда вы меня сейчас, экзаменировали, да, на какой балл бы примерно я, вот как по вашей оценке? Замечательно, очень хороший балл, 7,5 минимум, да, я бы поставила 7,5, да, ну, были какие-то там, возможно, ошибочки, да, там, какие-то грамматические неточности, но вполне очень даже fluent, может быть, даже это зависит, да, от экзаменатора, потому что, да, есть человеческий фактор, то есть в каком экзаменатор был настроении. Вот, 7,5, 8, да, вполне очень здорово. Отлично, ну, хорошо. Мне не надо, конечно, но приятно слышать. Тем не менее. Спасибо вам за эфир, спасибо за вопросы, вам большое ребята, спасибо. И always welcome, приходите к нам учиться, и до новых встреч. Да, спасибо большое. Михаил, всего доброго. Ладно, давайте, Счастливо. до свидания.